Сегодня мы вяжем вот такой красивый ремешок крючком. Вот это изделие у меня связано из тонкого шнура Карамель Baby 2 миллиметра. Это его изнаночная сторона. Смотрите, какие элементы получаются. И его можно использовать с двух сторон. То есть таким узором можно связать, например, браслет. Я вам показывала в начале ролика. Красиво будет смотреться. Сейчас такие браслеты модные. То есть вот так вот соединяете и можно носить. Он немножко эластичный. Этот образец у меня связан из шнура Карамель 5 миллиметров без сердечника, тоже от пряжи Центр. Это изнаночная сторона. Здесь петель набрано меньше. Ширина практически одинаковая. То есть таким способом, который я вам сегодня покажу, можно связать любую толщину. Это может быть ремешок, это может быть лямка для сумки, браслет. То есть любое изделие, которое вы придумаете для себя. Образец я буду вязать из шнура Карамель светло-бежевый от пряжи Центр. Купить шнур со скидкой 10% можно по промокоду, который вы видите на своем экране. И всю информацию о том, где приобрести все материалы, я оставлю в описании к видео. Итак, для вязания вам необходимо набрать любое нужное вам количество петель, воздушных петель. Первую петлю мы также считаем 1, 2, 3. Ну, давайте наберем 4 петли. Вставляем крючок в первую косичку, в первую петлю от крючка. Вот эту мы уже не считаем, у нас отсюда выходит петля. Следующую петля, следующую петля и в самую первую, в этот узелок, тоже петля. Сейчас на 4 петли на крючке. Первую самую петлю мы провязываем отдельно одну. Сейчас снова захватываем рабочую нить и протягиваем рабочую нить через 2 петли. 1. Снова захватываем рабочую нить через 2 петли. 2. Снова захватываем рабочую нить через 2 петли. 3. Готово. Сейчас вставляем крючок в центр вот этой вот петли. Вот она. Таким образом. Захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю. В центр следующей. Вот она. Петля на крючке. И в самую крайнюю. Вот она. Вот таким образом должен выйти крючок. В центр крайней петли. И вот за еще одну петельку сзади. 4 петли на крючке. Первую вот эту самую петлю мы провязываем одну. Снова захватываем нить, 2 петли, захватили 2 петли, захватили 2 петли. Все, второй ряд провязан. Снова вставляем крючок вот в эту петлю в центр, вот ее центр. Вытащили следующую и в самую крайнюю вот таким образом. Так. Вытянули петлю, провязываем первую одну петлю, захватили рабочую нить, протягиваем через 2, через 2, через 2. Третий ряд провязан. И таким образом мы вяжем на необходимую вам длину. Снова в центр вставили крючок, вытянули петлю, следующую и в самую крайнюю вот таким образом. 4 петли на крючке. Сначала провязываем одиночную первую, захватили рабочую нить через 2, через 2, через 2. Вяжется очень просто. И так вяжем на необходимую вам длину. Вот так получается очень ровно и красиво. Это изнаночная сторона. Покажу другой образец на тоненьком шнуре 2 миллиметра. Здесь у меня набрано больше петель. 1 петля на крючке. Вставляем точно так же в центр следующей.
2 петли на крючке, 3, 4 и 5, вот это самая крайняя, точно так же я оставляю за 2 вот эти вот половинки петли. У меня сейчас не 4 петли, как вот в этом образце, здесь у меня уже 5. То есть вы можете таким образом вязать вот эту вот ленточку, на более шире сделать, либо более чуть уже. Итак, первую провязали одиночную и через каждые 2 протягиваем рабочую нить. То есть принцип тот же самый. Очень быстрое вязание получается. Если вы хотите, чтобы вот эта лента у вас получалась более плотная, например, вам нужна ручка для сумки, то возьмите крючок тоненький совсем, и у вас получится очень плотное вязание. Я уже вязала браслет таким образом, детский. Получилось здорово, чтобы он не сильно тянулся. Очень быстро и просто. Вот так вот получается. Посмотрите, как ровненько и красиво. Изнаночная сторона тоже очень интересная, такая ребристая. И покажу еще один образец. Здесь у меня всего 3 петли. Одна петля уже на крючке. Вставляем в центр следующей петли. Точно так же. И в крайнюю петлю. Вот таким же образом. 3 петли на крючке, провязываем сначала одиночную и далее каждые 2. Раз и 2. И то же самое повторяем. То есть, видите, можно вязать одним и тем же способом, но на разную ширину. Опять же, еще все зависит от материала, от пряжи, из которой вы вяжете. Вот такие образцы у нас получились. Здесь мы вязали из 4 петель. Этот образец связан из 5 петель. Этот образец из 3 петель. Быстро, просто и очень интересно. Таким способом можно также связать и ремешок. Вот у меня есть заготовка для вязания ремня. Если вам понравился такой способ вязания и видео было интересным и полезным, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, если до сих пор не подписаны. И до встречи в новых видео. Пока!